месяц, куда ему деваться? А у вас есть только обязательства. Всем привет! Захотелось влог начать именно вот с такого момента. Я его планировала начать снимать завтра, но сейчас мы очень классно и мило гуляем с Даниэлем. У нас такое вот весеннее солнышко. Начался сентябрь, а сентябрь считается таким очень классным первым весенним днем в Аргентине, когда цветут все деревья, хотя все так практически каждый год, все время года что-то цветет. Данечка, выходи, пожалуйста, мое сокровище отсюда. Мы гуляем у нас Баррио. Баррио — это как поселок закрытого типа. Мы гуляем у нас здесь. Сейчас покажу вам окрестности. Настолько, насколько даст мне мой маленький мужчина вам показать это. Вообще мы живем в закрытом городе. Это такая, знаете, местная Рублевка аргентинская. Даниэль, пожалуйста, не надо туда ходить, любимый, иди сюда. И у нас в этом городе много различных закрытых баррио. То есть сначала ты по пропуску через пропускную систему заезжаешь в этот город, и потом уже по приглашениям ты заезжаешь уже в каждое отдельное баррио. У нас самое простое баррио. Здесь в основном квартиры и вот маленькие домики. Мы живем в маленьком домике типа таунхауса. Здесь есть, конечно же, огромные, очень большие, дорогие дома, аренда которых там в месяц стоит больше 10 тысяч долларов, а строительство я даже не знаю. На территории нашего города есть супермаркеты несколько, естественно, медицинский центр большой, плюс много маленьких кабинетиков, где принимают врачи. То есть в целом можно здесь спокойно найти и зубного, и вот педиатра мы нашли, всех остальных. Потом около 5 или 7 школ. И, кстати, здесь одна школа есть очень интересная. Туда можно попасть только если у тебя учился родственник, то есть твой мама, папа, либо там дядя, тетя в этой школе учились, опять Даниэль сюда пришел, либо по какой-то очень классной рекомендации и сдаче там супер классных экзаменов. Иди сюда ко мне, Даниэль. Или рекомендации знакомого или дальнего родственника, но при этом у тебя должны быть прям какие-то супер топовые классные оценки. Вот. Мы тоже учимся в самом хорошей школе, мне она очень нравится. Тимофей здесь уже во второй школе учится, и первая по сравнению вот с нашей сейчасшней, конечно, рядом не стоит. То есть это прям школа такого американского типа, наверное, я бы даже больше сказала, чем местная. И у них очень много развлечений, очень много активностей для родителей. Я иногда просто даже не успеваю записать в календарь, что там сегодня Тимофей приходит в костюме литературного героя, а завтра там Тимофею надо принести какой-то очень яркий аксессуар, потому что все мальчики в классе приходят в ярких аксессуарах. И таких активностей очень-очень много. С одной стороны, это очень классно, а с другой стороны, конечно, когда ты работающая мама с 2 детьми, это все в голове удержать очень тяжело, и ты такой думаешь: боже мой, пожалуйста, отстаньте от меня. Пожалуйста, можно я просто отведу ребенка в школу и заберу его? Мы здесь прожили уже полгода. У нас закончился первый контракт, и мы не хотели его продлевать, мы хотели поискать какой-то другой вариант. Данечка, пошли, пожалуйста, любимый. Но нам не удалось найти и не удалось переехать, потому что везде требовали страховку на квартиру, а страховка на квартиру стоила очень дорого. Все хотели от года, а мы от года тоже не хотели. Мы хотели только на полгода, но вот, в общем, решили остаться все-таки здесь, потому что чем плохо наш баррио, это тем, что у нас нет никаких развлечений здесь. То есть даже здесь еще есть несколько баррио, которые тоже квартирного типа, тоже такие не супер там дорогие и крутые, но у них есть там корт теннисный, например, или падель, бассейн, более большие там и интересные детские площадки, еще сумму. Сумма — это такое место, куда ты можешь пригласить друзей и устроить, например, барбекю. Там пожарить мясо или отпраздновать, например, детский день рождения. У нас вот таких вот прелестей нет. В этом и был минус. Кто там, киса? Да, гато. Гато. Киса сидит. Гато. Мы уже дома и готовим ужин с винишком. Сейчас запечем брокколи, мясо и тыкву, и перчик.
Просто классный вечерочек. Я купила гирлянду, вот сюда мне очень нравится. Она работает на солнечной батарейке. Просто когда пасмурный день, она либо вообще не работает, либо работает очень тускло. Но когда хороший денек, она горит прям до самого практически утра. Я сегодня делала уборку на балконе и снимала как раз видео для своего другого канала YouTube. Вот, у нас хоть все нормально стало, и здесь у меня всегда стояла огромная сушка. Может быть, вы видели ее на моих видео, она такая была, большая. Я ее, когда первый раз увидела на местном маркетплейсе, я думаю, все, я хочу ее, она классная, все наши вещи поместятся, просто будет супер. Но в итоге я ее сегодня разобрала и отнесла на помойку, потому что она, во-первых, никаким образом не складывается, то есть она всегда вот такая огромная стоит, занимает очень много места, и плюс она начала просто разваливаться, то есть вот эти вот перегородочки, на которых висят вещи, они просто падали. И у нас на выходных сейчас был ураган, она просто вся разлетелась, все вещи разлетелись по балкону. И я в итоге заказала новую сушку, сегодня она придет, сейчас у меня там уже белье постиралось, так что я жду, когда курьер привезет мне новую сушку. Что мне не очень нравится в нашей квартире, это... Заходи, малыш. Это то, что стиральная машинка у меня находится на улице, вот за такой дверью. Сейчас я вам покажу. Вот, здесь у меня стоит стиральная машинка и газовый бак. Вот, мне совсем это не нравится, это неудобно, особенно когда была зима. Белье достаешь, оно холодное. Это просто тупо не всегда удобно, и не всегда хочется выходить из дома, чтобы вешать белье. Поэтому иногда у меня бывают такие ситуации, когда белье просто лежало там, вот как, например, сейчас подушка постиралась. Так, это тапочки надо постирать, клади его в грязное белье. И вот тут у меня тоже лежит белье уже постиранное. Надо ждать сушки, когда она приедет. А тут у нас гриль. Он очень грязный, мы его за полгода ни разу не чистили. Вот. Но мы сейчас им перестали пользоваться, потому что мы купили вот электрогриль, и сейчас все делаем на этом электрогриле. Ай, малыш! Вот, и Париша будем так, может быть, как костерчик жечь, потому что на гриле и вкусно получается, и быстро. Вообще, я хочу снять отдельное видео, показать, сделать вообще обзор нашей квартиры. Напишите в комментариях, интересно вам это или нет. Я тогда уже сниму и покажу вам нашу двухэтажную квартиру. У нас тут лома для запекания. Сейчас я подсолю, поперчу. Что это такое? И закину в airfryer. Вот так вот. И ищешь то, что тебе нужно. И на мясную программу. Да, не нужен. Мясо, овощи. И сейчас сюда сегодня был просто идеальный день. Знаете, как Даниэль перестал ходить в детский сад, просто все изменилось и все стало прекрасно. Моя жизнь из ада и ощущение, как будто бы я нахожусь в каком-то болоте, превратилась просто в райскую жизнь. В общем, сегодня второй день, как Даниэль официально уже не ходит в детский сад. Еще на прошлой неделе он не ходил. Сейчас я немножко меняю нашу рутину, наше расписание, для того, чтобы я успевала работать, и Саша тоже мог спокойно поработать. Собираюсь в душ, и хочу вам записать свою ночную рутину. Перед тем, как я мою голову, и, кстати, иногда, когда я не мою вечером голову, я все равно использую розмариновую водичку. Я сама ее варю, просто беру 4 листочка, веточки розмарина, мою их тщательно и потом варю до кипения, еще покипит, может быть, минуты 2-3. И я остужаю, потом замораживаю и размораживаю, и пшикаю себе на волосы. Потом массажными движениями, либо вот такой вот щеточкой,
я все это делаю. У меня, на самом деле, очень проблемные волосы. Если у меня случается какой-то стресс или что-то еще, там, не знаю, операции или какие-то медикаменты серьезные, там, какая-то болезнь, не знаю, там, грипп или что-то еще, у меня начинают сразу же сыпаться волосы, и в основном это вот здесь, то есть у меня сразу же здесь все лысеет. И вот вроде бы сейчас уже стало лучше, то есть было, конечно, было просто жутко, волос не было вообще, и я ходила в душ после операции, у меня в прошлом году было 2 операции, и после первой у меня 3 месяца сыпались волосы, и после второй я не успела восстановиться, после первой и они посыпались снова, у меня волос практически не осталось, но вот розмариновая вода мне очень-очень нравится и очень помогает. Я сейчас хожу в душ, а потом вернусь. Я сходила в душ, обязательно я использую вот такое вот полотенце только для волос. Иногда, конечно, там стирки или где-то внизу валяется, то мне приходится пользоваться обычным, но часто я беру именно это. Оно не такое прям уж красивое, эстетичное, но зато оно не высасывает там влагу из волос, и, в общем, оно нормальное. И хорошее, что я его использую именно для волос. Далее о полотенцах. У меня для лица я использую вот такие кухонные полотенчики. Тоже не использую, ну, такие обычные. Мне кажется, это не совсем хорошо и грязно, они не смываются на 100%, да. Протираю лицо. До этого в ванной я умылась. А сегодня вечером я умывалась вот такой умывалкой. Это местный бренд. У меня была с ними рекламная коллаборация, они мне его прислали на рекламу. Ну, в целом, очень даже неплохо. Мне кажется, что его сделали ребята, которые занимаются косметологией, с медицинским образованием, еще там занимаются удалением татуировок, в общем, специалисты по коже. Вот, они сделали свой бренд и прислали мне на рекламу разные средства. Вот у меня есть от них умывалка, и там еще крем, серум. Еще у меня есть вот такая умывалка, она практически закончилась. Я не помню, как называется этот бренд, но это тоже местный аргентинский бренд. Ну, в целом, тоже неплохо. И моя самая любимая умывалка — это вот это. Я думаю, что ее много видели на всяких видосах или фотках. Этому тюбику уже год, и он до сих пор не закончился. Я, конечно, чередую его с другими, но этот объем 473, это очень надолго. После умывания у меня тоник, и у меня их тоже 2. Есть вот такой, я купила его в Золотом Яблоке, заказывала из России. И есть еще вот такой, я его тоже покупала в Золотом Яблоке. Мне он очень нравится, знаете, чем что здесь и серум, и тоник. Вот, 2 в одном. То есть очень удобно тоже флакончик брать с собой в путешествие. Вообще очень здорово. Но я открыла его в путешествии и сейчас пользуюсь, потому что он уже открытый. Так бы, наверное, я его оставила дальше до каких-то путешествий. Но в ближайшее время у меня ничего не планируется такое долгое. Так, что я хочу? Я хочу сейчас вот этот взять. И вообще, если честно, я хотела сегодня с вами обсудить насущную мою тему, которая очень актуальна сейчас для меня. Это семейные обязанности между мужем и женой, да, между мамой и папой. Как мне кажется, что когда вы берете обязанности, да, за семью или за детей, то вы должны их разделять поровну. То есть, когда вы там делаете ребенка, да, вы же это делаете, получается, вдвоем, каждый там отдается 50/50. И далее происходит точно так же. И какие-то вопросы нужно еще решить до там, беременности, например, обсудить, как материальный вопрос, например, кто возьмет на себя ответственность, когда родится ребенок, кто будет оплачивать, там, не знаю, роды, питание младенца, медицину, там, и все такое прочее. Да, кто там будет какими делами заниматься, особенно если мама тоже работает, то это тоже желательно все обговорить. Так, быстренько отвлекусь от темы. Далее у меня серум того же бренда, что мне прислали на рекламу. Я беру прям un poquito gotitos и намазываю на лицо. Когда мы планировали Даниэля, нет, начну так. Когда мы планировали Тимофея, мне было там 20 с чем-то лет, там 22 или 23. И я, естественно, тогда вообще ни о чем не думала, ни о какой ответственности. У меня даже вообще таких мыслей не было. У меня, что-то обговорить. Как-то все само должно было получиться, что я, как мать, сижу 3 года в декрете, да, и ничего вообще не делаю, кроме ребенка, а муж ходит на работу и зарабатывает денежки.
У меня наконец-то закончился мой гель для глаз, для век, точнее, у меня был вот такой вот лореалевский, вот с такой вот кисточкой, сейчас вам покажу, вот. Классный, мне он нравился, но он не так уже надоел, ему тоже уже год, вот в октябре должен исполниться. И я себе купила Виши, уже купила, и вот я сейчас первый раз его попробую и потестирую. Но в целом пока мне нравится, по крайней мере, он хотя бы ощутим на коже. Вот, потому что вот этот такой больше как водичка, а этот получается больше как гель. Класс. Очень мне нравится. И крем. Крем. У меня на самом деле нет ночного крема нормального, который мне бы понравился. Я еще его не приобрела. Но у меня есть вот этот вот. И есть еще вот такой от L'Oreal. Он мне очень-очень-очень-очень нравится. Как на зиму. Просто идеален. Но я его использую днем, потому что он с SPF 17. Вот я его вместо крема, точнее вместо SPF, я использую этот крем с 17 SPF. Мне очень нравится. На зиму хватает. Но вот сейчас уже солнышко появляется, и пора будет доставать уже крема для лица от солнца. Я на ночь обычно намазываю побольше крема. Я очень люблю. И только что я поняла, что я не сделала массаж гуаша. Я уже все сделала, а гуаша забыла. Вот, так что на видео я вам не покажу сегодня массаж гуаша. И самое сложное, на самом деле, получается, когда рождается ребенок. И просто у тебя в жизни происходит хаос. Ты не знаешь, даже если это второй твой ребенок, когда он рождается, ты, конечно же, на него уже смотришь не так, как на первого. Типа, ты вообще, ты кто? Ты кто? Что мне с тобой делать? А ты, конечно же, уже понимаешь, что там у него, может быть, будет болеть живот скоро, да, и там, что ему нужны какие-то лекарства, или что там, ты уже знаешь, как его носить на ручках, или то, что он срыгивает тебе на плечо. Вот, то есть все уже не так страшно во второй, там, в последующие разы, но все равно это стресс. И тут едет как бы вообще вся система, все едет, вся привычная жизнь едет, и начинаются самые главные разногласия, да, почему говорят, что первые года самые сложные в семье, и в целом очень много разводов, очень много ссор, а муж и жена не могут найти общий язык, потому что жена обижается на мужа, что он ей не помогает, а муж типа, как, я что должен помогать, а я не умею, а ты должна меня попросить, да, а жена там, не знаю, не хочет просить, она наоборот ждет какой-то помощи, да, и поддержки, инициативы первой от ее мужа. Опять же, как это все лечится, как я считаю, это все лечится просто тупо разговорами, и разговорами именно не претензиями, а разговорами именно о своих чувствах, да, то есть я помню, я говорила Саше, что там, Саша, мне тяжело, там, я не высыпаюсь, я там плохо сплю, да, мне нужно время на работу, а я с самого начала, как только родила, еще даже в роддоме уже занималась работой, там, своими проектами, своими социальными сетями, коучингом и всем остальным. И сейчас как бы, у меня полноценная работа, и мне нужно полноценное время. Естественно, как бы большая часть заботы Даниэля на мне, потому что он маленький, он больше нуждается в маме, чем в папе. Но мне удалось донести до своего мужа, что мне тоже нужно время, мне тоже нужно работать, и мне тоже нужно отдыхать, да, и проводить время с собой. Как, например, сейчас, там, да, я занимаюсь какой-то своей любимой рутиной, которая доставляет мне удовольствие, а он там занимается детьми, да, ну вот сейчас наши дети спят, вот, но когда это происходит днем, например, сегодня Даниэль проснулся, и я вроде как планировала с ним поиграть, а Саша такой, все, пошли гулять, хотя Даниэль уже гулял утром, и они пошли гулять, и я спокойно смонтировала вот первую часть влога, потом ответила на рекламные письма, там поскачивала музыку для Ютуба, которую я могу добавлять на свои видео, и там смонтировала пару роликов для вертикальных. Вот, то есть на это у меня ушло 2 часа, и 2 часа они гуляли, потом, то есть просто шикарно, понимаете? И то есть это все очень гладко. И как этого добиться, мы долго бились.
и пытались найти общий язык в этом, да, и нашли только благодаря тому, что я Саше постоянно объясняла то, что мне нужно время. Ну, вот так вот, ну, не доходит до них, я не знаю. Я еще не встречала вот такого мужчину, который бежит с распростертыми объятиями к ребенку и говорит: так, все, лежи, отдыхай, дорогая, я все сделаю, я все сделаю. Извините, но это какая-то история из Инстаграма, да, идеальная картинка, которая не существует. Напишите в комментариях, как бы, может быть, у вас такие мужья, но я, опять же, я их прочитаю в интернете и вряд ли поверю. Вот, потому что даже за какой-то красивой картинкой, где муж там ухаживает за ребенком постоянно, стоит, видимо, жена, которая зарабатывает в несколько раз больше, чем муж, или муж, который вообще ничего не зарабатывает. Да и то, я знаю, что есть мужья, которые ничего не зарабатывают, а жена все равно и с ребенком сидит, и дом убирает, и готовит. А далее с ребенком обсудили. Далее по быту. Что у нас по быту? Мы вчера с Сашей договорились о том, что теперь он готовит у нас всегда. И завтрак, и обед, и ужин. Ужин уже готовит давно. Сам я ему иногда помогаю, иногда работаю в это время, или там гуляю, например, с Даниэлем. Завтрак мы готовили 50 на 50, но сейчас мы договорились, что завтрак Саша тоже возьмет в большей степени на себя, если у него там нет какой-то срочной работы или, ну, какое-то совещание, там, встречи или чего-то еще, вот, то, конечно же, я приготовлю завтрак, а так пусть готовит он. И он в большей степени моет посуду. Я занимаюсь другой уборкой, там, пылесошу, мою полы, ну, то, что вы можете посмотреть на моих других видео, на моем другом канале в Ютубе. Ну и все. Вот. Какой итог? Итог, что нужно разговаривать. Просто, девочки, просто с мужем разговаривать. Если вы чего-то хотите, не нужно ждать, что он догадается. Он не догадается. Ну, как бы ждать какой-то инициативы, ее не будет. Про волосы. У меня серум для волос. Вот такой. В целом нормальный и очень вкусно пахнет. Ну, естественно, вот масло вот такое у меня тоже от L'Oréal, но я хочу его поменять, оно будет закончиться, я куплю себе какое-нибудь другое масло для волос. Так, ну что, я думаю, что я закончила. Еще я сейчас выключу камеру и сделаю себе массаж гуаша на теле. У меня вот такое гуаша для тела. И вот такое масло Bio-Oil. Вот. А масло для гуаша, для лица у меня вот такое масло Органы. Это с Wildberries, мне его мама привезла из России. Доброе утро, девочки. У нас сейчас 9:30. Мы уже проснулись, позавтракали, умылись, почистили зубы. И сейчас с Даниэлькой читаем книжки. У нас вот такая книжка. И вот такая. Ночная, но он любит ее просто листать. И сейчас будем собираться гулять. У нас обычно с 10 до 11 или с 10 до 12 прогулка. Ну, как обычно, последние 2 дня. Я сегодня в сон Даниэлькины после буду снимать видео для своего другого канала. Как раз уберусь в квартире, потому что очень грязно, а я не убираюсь, если это не снимаю. Кстати, вот моя сушка пришла. Я все повесила, уже тут все высохло, надо будет уже все собрать. Многоразовые памперсы. На самом деле с детьми просто это вечная сушка, стирка. У нас сегодня на завтрак были хачапури по-америтински. Это мой самый любимый хачапури. У него здесь очень классный рецепт, который я взяла у хозяйки, в которой мы жили в Грузии. Вот. И моя кухня просто... Нечего сказать, да? А сегодня будет уборка. Даниэль, пойдем гулять? А мы решили пойти в наш небольшой парк. Я хотела погулять около, на детской площадке у нас в баре. Но Даниэль показал на коляску, и в итоге мы идем к нам на набережную.
Вух, 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 вух. Ой, кто тут спит? Капибарка спит под кустиком, да? Вот она. А вон там вторая. Жуют. Мы сюда приходим всегда смотреть на наших хомячков. Вот они. Они такие хорошие. Я не помню, как они называются. Кунис, что ли? Не помню, Тима знает. И вот они здесь всегда нас встречают, наши хомячки. У нас больше нет. Малыш, это был не камушек. Это было ведерко. Пойдем палочку, может, какую-нибудь найдем, попробуем вытащить.